Здорово! И пока все в ютубе пытаются разобраться, почему же Джекс так странно себя вел во второй серии, или же почему он может рассеяться, я решил найти ответ на вопрос, почему же Кейн не хотел, чтобы NPC попали в цифровой цирк. И что же могло случиться, если бы Кейн начал путать обычных людей с NPC. Но пока вам и так жалко нашего желейного крокодила, я добавлю еще парочку грустных деталей. Дело в том, что мы уже поняли, что никаких родителей и деревни, в которую направлялись наши крокодилы, нету. Это все попросту прописанная история в головах наших героев, но даже ее нам немного раскрыли. По словам крокодилов, их деревня находится в очень неблагополучном состоянии, и спасти ее может только кленовый сироп. А также он нужен, чтобы вылечить больную мать Гамико. Но зачем же Кейн для бандитов, которых наши герои должны были обезвредить, прописал такую грустную историю? Ведь он мог сделать так, что злодеи украли кленовый сироп просто потому, что они жадные. Но тут же выясняется, что они его украли не от собственной жадности, а чтобы спасти целую деревню. И хоть под конец серии кружевиков с кленовым сиропом становится 2, и один из них забирают крокодилы, это вовсе не является хорошей развязкой. Ведь двое крокодилов, которые повезли грузовик в деревню, вскоре поймут, что ее вовсе нету. Но почему же Кейн совершает такие странные действия? Делает из хороших парней злодеев, и априори делает так, чтобы они никогда не смогли быть счастливыми. Начнем с вопроса, почему же Кейн не хочет, чтобы NPC попадали в цирк. По его же словам, он может начать путать NPC и живых людей, и судя по всему, это может привести к чему-то страшному. И сейчас я вам постараюсь это объяснить. Дело в том, что Кейн создает искусственный интеллект, который очень похож на человеческий. То есть, в отличие от ИИ, который создают люди, у этих NPC есть чувства и самосознание. И не все NPC, после того как поймут, что они всего лишь часть локации, обычное препятствие для наших главных героев, отреагируют не так же, как Гамигу. Многие попробуют бросить все силы, чтобы стать чем-то большим, а кто-то может начать точить зуб на самого Кейна. Ведь именно он создал их такими, именно он прописал историю, которая заложена у них в головах. И именно из-за него они никогда не смогут стать счастливыми. Ведь даже если Кейн создаст самую лучшую судьбу в головах у NPC, пока он не сделает локацию и людей, которые заложил в память этим NPC, все их воспоминания будут бессмысленными. Ведь зачем тебе знать целый язык, если его не существует в мире? А как я уже говорил, ИИ, который создает Кейн, получаются слишком совершенными. При большом желании они смогут вести себя как реальные люди. И если бы NPC становился все больше и больше в цирке, Кейн начал бы путаться, кто из них настоящий человек, а кто из них NPC. Как я уже говорил, многие из них попытаются просто быть чем-то большим. Ну а кто-то же будет рьяно ненавидеть Кейна, но понимая, что он может стереть их в один щелчок, будут делать так, чтобы он верил, что они являются настоящими людьми. А как мы видели в пилотном эпизоде, Кейн почему-то не хочет, чтобы люди каким-либо образом пострадали. Кейн не просто так делает для них всякие испытания или же приключения. Скорее всего, он создает это, чтобы поддерживать психологическое состояние людей, чтобы они не рассеивались. Ну а если бы NPC становилось все больше и больше в самом цирке, со временем Кейн бы перестал замечать, как NPC пробираются в цирк по собственной воле, сбегая таким образом из своих локаций. Дело в том, что скорее всего локации, которые создает Кейн, после того, как главные герои из них уходят, либо же стираются полностью, или же замирают до того момента, как Кейн не начнет использовать эту локацию повторно. И как я думаю, Гамигу не первый NPC, который догадался, что он всего лишь программа, или же просто преграда для реальных людей. Ну и что же могут сделать NPC, который ненавидит Кейна? Ведь Кейн по сути своей бог во всем цифровом цирке. Но как я уже говорил, судя по пилотному эпизоду, Кейн почему-то не хочет, чтобы людям кто-то вредил. Он очень испугался, когда Помни попал в пустоту и сказал, что она может испортиться. Думаю, если NPC какое-то время проведут в цифровом цирке, со временем они поймут, что Кейн заботится о людях и попробуют каким-либо образом, дабы отомстить Кейну, навредить самим людям. Ведь хоть людей в цифровом цирке убить нельзя, но психологическую травму оставить им можно. И после этого есть большая вероятность того, что они рассеются. И я думаю, что Кейн уничтожил Гамико или же отправил его в свою локацию именно для того, чтобы защитить людей. Но почему же Кейн прописывает такую трагичную судьбу обычным злодеям, которые должны были просто пасть от руки наших героев? И тут тоже играет роль совершенства искусственного интеллекта, который создает Кейн. Дело в том, что если бы для злодеев он создал мотивацию, типа они просто хотят украсть сироп ради того, чтобы украсть его, со временем они бы начали догадываться, что в их мотивации нет никакого смысла, и вообще их память какая-то уж слишком странная. И тогда без каких-либо вмешательств они бы сами поняли, что они являются просто программой. Но почему же Кейн прописывает именно трагичную судьбу
судьбу для них. И тут все не так однозначно. Дело в том, что мотивация, помощь родителям или целой деревне не поддается вопросу, типа, зачем я это делаю. А вот мотивация, типа, стать богатым и успешным, иногда поддается вопросом, а правильно ли я все делаю? И что вообще привело меня к такой ситуации? Ведь Гамиго до того, как начал догадываться, что он всего лишь программа, даже не задумывался о том, что не помнит лица своей матери. Он помнил лишь только то, что всему его научила именно мама, то, что она болеет, и ей нужна помощь. И именно поэтому Кейн прописал им именно такую мотивацию. И даже добавление монстра, который ест жителей конфетного королевства, можно объяснить тем, что Кейн не хотел, чтобы жители выходили за пределы своего королевства. Ведь если бы они начали выходить за пределы, они бы поняли, что кроме их королевства и пустоши, вокруг ничего не присутствует. И именно из страха перед этим монстром они отправили наших главных героев за грабителями, вместо того, чтобы самим погнаться за ними. И учитывая все это, мы понимаем, что Кейн прописывает тяжелые судьбы или создает каких-либо монстров только для того, чтобы NPC не догадались, с кем на самом деле они являются. Ну а если вам понравилась моя теория, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте заходить в мою телегу, а я погнал.